Мишка ненавидел новую учительницу математики Эльвиру Николаевну. Она только недавно пришла работать в школу, но очень быстро успела завоевать самую плохую репутацию. Школьники дали ей прозвище «Кость». Высокая, худая как скелет. На голове прическа, словно авиационная бомба. Лицо в черных противных веснушках, нос крючком. Взгляд злой, голос пенопластом по стеклу. А самое главное, ее новая методика. По любому случаю ставить двойки и единицы. Ее даже отличники боялись. Она всем в классе снизила успеваемость. Старая их учительница почти никогда двойки не ставила. Если не выучил, не можешь решить пример, записываешь его себе в тетрадку и сдаешь на следующий день. Решаешь на его основе похожее и все понимаешь. А тут и задачи, и дроби, и дополнительные примеры, которые нужно обязательно решать дома, помимо домашнего задания. При Эльвире все троечники вроде Мишки выли от горя, показывая родителям дневники. Там на полях каждый день вырастали новые плохие оценки. За плохие оценки следовали наказания от возмущенных родителей. Мишке драли уши, пороли ремнем. Называли бестолочью, заставляли сидеть за учебниками до глубокой ночи. Если удавалось получить тройку, то это считалось за великое счастье. В середине мая, в пятницу, на очередном уроке Кость объявила о предстоящей в понедельник контрольной, при этом многозначительно посмотрев на съежившегося за партой Мишку. «Если кто и в этот раз не сдаст, то может смело готовиться оставаться на второй год», – произнесла она. Мишка задрожал от страха. Он точно знал, что нипочем эту контрольную не напишет. После уроков он поплелся домой в самом плохом настроении. По дороге пинал попавшуюся на пути консервную банку, немного посидел на скрипучих качелях, размышляя о несчастной своей судьбе. Возле дома ему с радостным лаем кинулся под ноги дворовой пес Тишка. Пытался веселить, лизать руки. «Эх, Тишка, Тишка, везет тебе. Живешь на улице, все тебя кормят, играешь допоздна. Забот не знаешь, и не надо тебе бояться злой математички». Вздыхал школьник, почесывая довольному псу бока и живот. Тишка извернулся и лизнул мальчика своим длинным шершавым языком прямо в нос. «Фу, киш, бродяга!» И тут его осенило. Да ну и эту проклятую контрольную, скоро лето, на улице тепло. Он уйдет в лес и будет там жить дикарем, самостоятельно, сам по себе. А Тишку возьмет с собой. Он будет его охранять и помогать охотиться. Только нужно было разжиться припасами. Мишка почесал затылок и решил пойти на пруд, находившийся за городом, наловить рыбы. Ее он высушит и сделает воблу. Он мышкой прошмыгнул домой, взял удочку, 3-литровую банку, перочинный ножик и четвертинку вчерашнего ржаного хлеба. Мальчик вышел на улицу, позвал Тишку, но тот предал его, убежал на помойку. Мишка пошел один. По пути встретив своего приятеля Кольку, тот не знал, чем заняться, и попросился идти вместе. Мишка всю дорогу до пруда героически хранил свою тайну, и только уже когда он закинул удочку на хлебный мякиш, а Колька от скуки развел костер, сознался, что ловит рыбу для побега. Колька от восхищения даже открыл рот, он бы на такое нипочем не согласился, особенно в последнее время, когда все ждали выхода по телевизору мультфильма «Остров сокровищ» и новую серию про Шерлока Холмса. Они сидели, ловили рыбу, но на хлеб клевала только всякая мелюзга. Мишка рассказывал, как возьмет с собой в лес рюкзак, палатку. Еще нужен будет топор и котелок. Сделает лук и стрелы, будет стрелять уток и голубей. Щавель уже начал расти, а значит, с голоду он не окочурится. В лесу конфет не будет. Вздыхал Колька. И пепси-колы. Без них проживу. Угрюмо отвечал Мишка, не забывая поглядывать на поплавок.
А еще мороженое, в кафе видел новое с шоколадной стружкой, пломбир. При мысли о мороженом Мишка еще сильнее расстроился. В лесу мед есть, залезу в дупло и добуду пчелиный мед. Буду в сотах есть сколько угодно, возразил он. Давай я тебе в лес хоть буду иногда хлеб таскать, бутерброды, предложил Колька. А то жалко тебя. Мишка захлюпал носом, ему тоже было себя очень жалко. «Эй, мелюзга, лягушек ловите?» Они оглянулись, услышали знакомый голос. К ним неслышно подошел Толян. Он без приглашения присел у костра и прикурил от горящей ветки. Мальчики посмотрели на него с уважением. Толян учился в 8 классе в той же школе, что и Коля, и уже умел курить. В качестве мундштука он использовал корпус от шариковой ручки, а Мишке он и вовсе покровительствовал, поскольку дружил с его старшей двоюродной сестрой. «Воблу буду сушить», – сказал Мишка. Толян посмотрел на рыбок, плавающих в банке, оценил и заржал. Колька, стремясь ему угодить, тоже захихикал и тут же разболтал, что его друг ловит рыбу не просто так, а с целью похода навсегда в лес. У Мишки от обиды покраснели уши, он же ему по секрету. Трепло ты, Колька. Толян его сестре расскажет, а значит, скоро об этом узнают его родители. Тогда все пропало. Толян захотел узнать причину Мишкиного побега, и тот нехотя поведал о страшной беде, нависшей над ним. О злой учительнице математики по прозвищу Кость. И о том, что после контрольной его убьют родители, когда узнают, что его оставят на 2-й год. Так у тебя по другим предметам хорошие оценки, не должны тебя на 2-й год оставить, задумался Толян. Она мне это в лицо сказала, хана мне, пацаны, хана. Толян цыкнул слюной в костер и заявил, что любую проблему можно решить, даже такую, как математика. К шаману нужно идти. Шаман за рубль все сделает. Колька вздрогнул и сказал, что шаман очень страшный, нельзя к нему идти. Толян возразил, что нормальных пацанов шаман никогда не обижал, а только всегда помогал, только рубль юбилейный нужен. Мишка очень удивился, но не знал ни про какого шамана и тут же спросил, а кто это? Толян снисходительно объяснил, что шаман учится в школе для особо одаренных, там, где дураки и дауны, только шаман не даун, а просто необычный пацан. Он умеет исполнять заветное желание за юбилейный рубль. Не всегда, конечно, но только когда очень нужно. К нему иногда обращались за помощью. Толян сам не обращался, но знал тех, кому он помог. Колька согласно закивал, он тоже знал таких ребят, кому шаман отводил беду. Только идти к нему страшно. Толян ответил, что все это фигня. Он лично отведет Мишку к шаману и пусть тот ему поможет. Колька поддержал его идею и предложил порыбачить за место Мишки, пока они ходят. Толян добродушно назвал Кольку ссыклом и потребовал, чтобы Мишка быстрее определялся, а то у него своих дел полно. «У меня нет юбилейного, бумажный только», – угрюмо ответил Мишка. Толян успокоил его, сказав, что ради такого дела готов поменяться с ним. Мишка обрадовался, отдал удочку Кольке и пошел вместе с Толяном искать загадочного шамана. Они пересекли почти весь город и нашли его во дворе школы-интерната, где играли странные опухшие дети с большими головами. Мишка рядом с такими чувствовал себя не в своей тарелке. Толян указал ему на мальчика чуть старше самого Мишки, сидевшего отдельно от всех в тени на пожарной лестнице. Этот мальчик, несмотря на хорошую солнечную погоду, был одет в пушистый свитер и кутался в шаль так, что наружу торчали только черные блестящие глаза. Толян, оставив Мишку, подошел к нему, о чем-то быстро переговорил, а потом, вернувшись, вытащил из кармана потертый юбилейный рубль. «Держи, отдашь ему, я покурить отойду за угол, чтобы не отсвечивать. Решайте пока свои дела».
Мишка поблагодарил его и несмело пошел к шаману, напоминающему большой свалявшийся комок шерсти. Говорил шаман почти шепотом. «Чего тебе?» «Матику, контрольная в понедельник будет, хочу ее сдать». «Рубль», – прошелестал шаман и еще сильнее начал кутаться в пуховую шаль. Мишка протянул ему серебристую монетку. Шаман поднялся со своего места и пошел куда-то за угол. Вернулся через пару минут и протянул мальчику красивую заграничную банку из-под пива. «Кидай!» А что будет?» – с любопытством спросил Мишка. Сунув нос в банку, он видел там только прорезь в крышке и темноту. «Желание сбудется», – прошелестел шаман. «А я любую оценку могу загадать». «Любую. Можешь загадать даже, чтобы тебе в этот день все время везло, и ты сможешь решать любые задачи и получать только хорошие оценки». «Ого, так просто, навсегда?» «Нет, не просто. Только на один день», – коротко ответил шаман. От него повеяло холодом, как от открытого холодильника. Не нравился ему этот пацан. Уж больно глаза у него нехорошие. «Загадывай». «Хорошо, хочу, чтобы в понедельник я сдал контрольную по математике на 5 и чтобы мне в этот день во всем везло», – звонким голосом произнес Мишка и бросил рубль в банку. Шаман дернул рукой, словно собирался убрать, но не успел. Монета со звоном упала на дно. «Нехорошо», – прошептал он. «Это 2 желания». «Разве? А я думал одно», – удивился Мишка. Ему как-то сразу стало на душе легче и теплее. Мальчик в шале затряс банкой, внутри зазвенели монеты. Почему-то их звон показался Мишке каким-то грустным. Неподалеку от них игравшие дети бросили свою игру с фантиками, встали на ноги и все как один начали плакать. «А что это с ними?» – спросил у шамана Мишка. «Теперь уже не воротишь, желание сбудется», – неопределенно ответил шаман и неожиданно попросил показать ему его руки ладонями вверх. Мишка пожал плечами и выставил на показ грязные ладошки. Ему было смешно наблюдать, как мальчик в шале буквально обнюхивает их. «Он точно нормальный?» – закончил изучать ладони шаман, внимательно посмотрел на Мишку. «Камень!» – прошептал он так, что мальчику сразу стало не до смеха. По спине поползли мурашки от этого пронзительного взгляда. «Какой камень?» «У тебя в столе в коробочке камень с дырочкой. Он на шнурке». Он схватил Мишку за руку, и тот чуть не взвыл. Его словно льдом обожгло, он пытался вырваться, но шаман его держал крепко. «Камень, камень, что ты за него хочешь? Любое желание, любое!» «Отстань, нет у меня никакого камня, чего ты пристал?» «Эй, вы чего там?» – послышался голос Толяна. Шаман, заметив приближение восьмиклассника, оставил Мишку в покое и, спрятав глаза, пошел прочь. «Чего он от тебя хотел?» – спросил Толян у Мишки недовольным тоном. «Да я сам не понял», – соврал тот. «Ну, тогда пойдем к тебе». «А зачем?» «Рубль отдашь, ты же мне теперь Афоне рубль должен». Чем дальше они уходили от школы-интерната, тем веселее становился Мишка. Дома он с радостью вручил Толяну скомканный бумажный рубль, отложенный на магнитофон, и побежал на пруд проверить, как там дела у Кольки. Как оказалось, тот давно бросил ловить рыбу и играл в футбол в соседнем дворе. Ладно, хоть удочку не профукал. Мишка забрал свою удочку, вернулся на пруд, но у него пропало всякое желание продолжать рыбалку. Он вылил воду с рыбками обратно в воду и посидел еще немного на траве, наблюдая за плавающими в камышах утками. От нечего делать он начал кидать в воду мелкие камешки и тут вспомнил о страшных словах шамана про камень. Откуда он узнал? Толян разболтал? Или двоюродная сестра?
Нет, он этот камень не показывал никому, даже своей маме. Это был его личный, самый заветный секрет, подарок от конопатой рыжей девочки. Тогда на море она подарила камень с дырочкой и взяла с него обещание, что он его будет хранить и никому не показывать. Она сказала тогда такое, отчего Мишка смущался даже наедине с собой. Они обещали друг другу встретиться этим летом. Только если он останется на второй год, родители его уже не возьмут отдыхать на юг, как обещали. Только бы желание сработало. Мишка играл на улице все выходные и только в воскресенье, вечером. Его кольнуло в бок нехорошее предчувствие. Он вспомнил про страшную контрольную в понедельник и попытался сесть за уроки. Минут 40 он честно повторял про себя правила, пока его не сморил сон. Он проснулся только ранним утром и понял, что совершенно не готов. Вздыхая и сопя носом, он умылся, прикидывая про себя, а не лучше бы ему заболеть. Только вот назло не было температуры. Пришлось есть безвкусную манную кашу, сложить учебники в портфель, одеться в школьную форму и, скрипя сердце, идти в школу. Контрольная по математике была на первом уроке. Мишка трясся, как осиновый лист, и оглядывался в панике, надеясь списать у одноклассников, но по их бледным лицам быстро понял, что сегодня они все находились в одинаковом положении. Страшная учителька Костя бдительно обходила каждую парту, держа наготове линейку. При первом же намеке на разговор или попытку списать она резко била линейкой о стол, доводя школьников до икоты. Мишка прочитал на доске задач, зажмурился, пытаясь решить, но у него не получалось. Тогда он начал молиться шаману и мысленно просить его о помощи, и решение все равно не пришло. Когда до конца урока оставалось всего 10 минут, он решил действовать наугад и, сам того не ожидая, расписал тетрадку на целых 4 страницы. Прозвенел звонок. Контрольная закончилась. Кость лично обошла учеников и собрала тетрадки. А Мишка, вспотевшись, пересохшим ртом побежал на первый этаж попить воды из фонтанчика. И еще через 2 урока его вызвали к директору школы. Чувствуя, что пришел его смертельный час, он горько пожалел, что не успел вовремя сбежать в лес. Теперь все пропало. Директор решил сказать ему лично, что его оставят на 2-й год. Хотя это несправедливо. У него всего 1 двойка по математике, да и то только потому, что их Кость учит. Мишка пришел к директору и застал у него несколько учителей, среди которых, конечно же, была и сама математичка. Злая, как бешеная собака Эльвира. Вон он, маленькая дрянь, списывающая на моей контрольной. Завопила она, едва только он вошел в дверь. «Я не…» – пролепетал Мишка. Сознавайся, как ты списал? Ты учился на одни колы и двойки. Ты тупица и не знаешь, сколько будет 2 × 2. Откуда у тебя эти решения задач? Набросилась она на него. «Тише, Эльвира Николаевна, вы ведете себя непедагогично», – призвал ее к порядку директор школы. Он унизил меня как преподавателя. Я следила за ним всю контрольную. Я вам клянусь, он не мог решить эти задачки и примеры. Он ублюдок. Эльвира Николаевна, сядьте и помолчите. Громко и строго приказал директор. А ты, Миша, расскажи нам, как ты решил контрольную? Не знаю. Пожал плечами Мишка, посматривая на красную от гнева учительницу математики. Решил и все. Так может, ты при нас присутствующих решишь еще несколько? А то уважаемая Эльвира Николаевна сомневается, попросил директор. Давайте. Мишка безразлично пожал плечами, отступать ему было некуда. Директор дал ему лист бумаги, шариковую ручку и, открыв перед ним учебник математики за 4 класс,
пальцем показал, какие решать. Мишка вздохнул и, стараясь не думать, написал не глядя. На решение ушло несколько минут. Директор проверил, а потом показал другим учителям. Кажется, Эльвира Николаевна, вы сомневаетесь в собственном педагогическом опыте. Если, по-вашему, этот ребенок учится на одни двойки, то каков тогда уровень других ваших учеников? Суровым голосом поинтересовался директор. Может быть, они все для вас недостаточно хороши? Я вам клянусь, он дурак. Я учила их всех, они все сдали максимум на тройки, а этот двоечник умудрился решить на 5. Это невозможно, он обманщик, он списывал. А по-моему, он молодец. Верно, товарищи? Ответил директор, кивая другим учителям. Зато вы сегодня показали себя с очень недостойной стороны. Если у вас нервный срыв от переживания, так может быть вам отдохнуть? Или поискать себе другую школу, где не такие плохие ученики, как наш Миша? Вы на что намекаете? Вы… Миша, возвращайся в класс, попросил, не дослушав математичку, директор. У нас сейчас с Эльвирой Николаевной будет серьезный разговор. Мишка выскочил за дверь вне себя от счастья. Ах, какое лицо было у злобной математички, когда она услышала про угрозу увольнения. Неужели ее вышибут? Потрясающе! Ух и шаман, ух и молодец! За 1 рубль такое сварганил, уму непостижимо. Значит, все получилось. Он сдал контрольную, теперь на 2-й год его не оставит. Мишкины ноги от радости сами пустились в пляс. С этого дня Эльвиру Николаевну в школе больше не видели. Все школьники вздохнули с облегчением, она ушла словно жуткий ночной кошмар перед самыми лучшими летними каникулами. Мишка веселился и радовался этому событию больше всех, ведь дальше будет еще лучше. Наступит лето, и он с родителями поедет на Черное море, а там будет та самая девочка. Целый месяц они будут вместе загорать, купаться и искать приключения в Крымских горах. Мишка в ожидании предстоящего путешествия изрисовал рисунками парусников и пароходов целый альбом. Но перед самой поездкой его отец неожиданно заболел. Его увезли в больницу. Мишка был вынужден ходить к нему в гости вместе с мамой, носить мандарины и поделки, подбодрить его. Отец благодарил его, сожалел о том, что поездка на море откладывается, и обещал Мишке устроить отпадные каникулы на следующий год, когда тот станет уже совсем взрослым. Мишка только вздохнул. Следующее лето казалось ему таким далеким, это же почти целая жизнь. Ему приходилось довольствоваться играми с соседскими пацанами, походами на речку и по грибы. Он так и не встретился этим летом с той конопатой девочкой, как они друг другу обещали. Иногда он встречал в городе Эльвиру Николаевну, и хотя он не испытывал перед ней прежнего страха, но все же по привычке старался не попадаться ей на глаза. Он считал, что беда прошла над ним, и в новом учебном году будет немного лучше. Но как же он ошибался. Беда к нему прямо 1 сентября, когда в классе появилось 2 новеньких учеников. Мальчик и девочка, брат и сестра, Паша и Даша, близнецы, как 2 капли воды, похожие друг на друга. Их усадили за одну парту прямо за спиной у Мишки. И они с первого же дня начали издеваться над ним. Сначала вроде как в шутку, но с каждым днем их выходки по отношению к нему становились все хуже и гнуснее. Что интересно, на других школьников эти близнецы не обращали внимания. Своей жертвой они выбрали его, Мишку. Ему вешали на спину бумажки с обидными прозвищами, кололи карандашами и ручками спину, пачкали чернилами. Стоило лишь на секунду расслабиться, как могли внезапно ударить учебником по голове.
На все его возмущения и попытки выяснить отношения близнецы молчали и только лишь улыбались противными улыбочками. На перемене он старался покидать класс в числе первых. Оставлять учебники и тетради на парте было нельзя. Близнецы тут же все портили. Другие одноклассники пытались воззвать их к совести и отвязаться от Мишки, но близнецам было пофигу. Они стерегли Мишку перед школой, ставили подножки, пачкали одежду. Он был вынужден подстричься налысо, потому что Даша размазала однажды пластилин по его макушке. Он пытался подраться с ними, но вышло все настолько плохо, что от него в классе отвернулись все. И одноклассники, и приятели, и даже родители. Даша после того, как Мишка подрался с ее братом, в слезах прибежала в директорскую и наврала, что Мишка на улице пытался забраться ей руками в трусики, а Пашу, который встал на ее защиту, просто искалечил. Вот тогда-то вызвали в школу не только родителей Мишки, а еще и родителей близнецов. Когда Мишка, красный от стыда и обиды, увидел их мать, у него едва не случился обморок. Это была Эльвира Николаевна. Мишкины папа и мама при всех извинились перед ней за его поведение и заставили извиниться самого мальчика. Эльвира произнесла в его адрес множество обидных и несправедливых слов. Она ему многое припомнила. Мишку поставили на учет в комнату милиции, как самого отпетого хулигана. С ним теперь никто не разговаривал, а близнецы продолжали измываться над ним в свое полное удовольствие. От пережитого позора Мишка сначала хотел повеситься, но, держа в руках веревку, он вспомнил про шамана. Нашел 2 юбилейных рубля и пошел к нему в школу-интернат. Был уже конец сентября, на улице моросил дождь. Мишка обошел школу, но никто точно не знал, где искать этого странного пацана, как он ни спрашивал. В полном отчаянии он уселся на той самой пожарной лестнице и заплакал, прикидывая, что лучше, утопиться или повеситься. «Пришел?» – услышал он над головой знакомый шепот. Оказалось, шаман сидел на той же самой лестнице, все в том же виде кутался в шаль. И как только Мишка его сразу не заметил, наверное, из-за дождя. «Я хочу загадать желание», – шмыгая носом, сказал ему Мишка. «Не получится», – грустно прошептал шаман и показал ему смятую пивную банку. «После прошлого твоего желания она перестала работать». Мишка поверил ему. Странный мальчик в пуховой шали не врал. Последняя надежда пропала. Из глаз снова потекли слезы. Почему? Почему они издеваются надо мной? Что я им сделал? За что они ненавидят меня? Шаман спустился ниже и сел рядом с ним. Иногда людям достаточно одного взгляда на незнакомого человека, чтобы начать его ненавидеть, прошептал шаман. Но я им ничего не сделал, этим близнецам, они уроды. Сделал, прошептал шаман. Вон она идет. Мишка посмотрел, куда ему указали рукой, и увидел Эльвиру. Она прошла далеко, держа под головой зонтик, и скрылась в дверях интерната. Теперь она работает тут, сказал шаман. Она и раньше была злая, но теперь… Она считала себя лучшим учителем математики в области, а ее послали учить трудных детей, все потому, что ты пожелал. Ее дети мне мстят? Догадался Мишка. Ага, каждый вечер она приходит домой и бьет их, вспоминая тебя, того мальчика, из-за которого она тут. После того, как ее уволили, она замучила истериками своего мужа, и он ушел от нее. Раньше Паша и Даша жили с ним, а не с Эльвирой Николаевной. Она ненавидит их, а не ее. Но вместе с тем они все одинаково ненавидят тебя. Близнецы засыпают по ночам, шепча твое имя. Вся их комната в рисунках с твоим изображением. В своих мечтах они жестоко пытают и расправляются с тобой.
ты источник их страданий, поэтому они будут преследовать тебя еще очень долго. Такова цена твоих желаний. Но я не хотел этого, вовсе не хотел. Никто не знает, чем заканчиваются попытки обмануть судьбу, прошептал шаман. Порой все бывает намного хуже. Тебе следовало остаться на 2-й год, и этого ничего бы не было. А может, все дело в Эльвире? Она у меня как кость в горле. Вспыхнул Мишка. Она ушла, но продолжает мне отравлять жизнь. От нее кругом одни беды. Может и так, прошелестел шаман. Она очень сильная и решительная женщина. Кто мы такие, чтобы осуждать ее поступки? Она взрослая, а мы всего лишь дети. Взрослые решают, что для детей лучше. Если взрослая женщина решит, что лучше ребенку погибнуть, чем портить жизнь окружающим, то разве должен ребенок осуждать ее? Моя мать, например, так и решила, что лучше ей убить своих детей. Она хотела променять нас на любовь другого мужчины и родила ему бы других детей, новых, лучше, чем мы. Мишка в ужасе уставился на него. Я был старшим в семье. Мне было 6 лет, продолжал шаман. Наша мама задушила моих маленьких брата и сестру, а потом пришла душить и меня резиновым жгутом. Я знал, что скоро умру, и перед смертью кинул юбилейный рубль в пивную банку, которая была моей любимой игрушкой. Последнее мое желание сработало вовсе не так. Брат и сестра не воскресли, а я оказался тут. Маму посадили в тюрьму. Мы сами виноваты в своих желаниях. Ты хотел мой камень? Пробормотал Мишка. Он не знал, как ему лучше ответить на такие страшные слова, и потому спросил первое, что пришло в голову. Да, это не просто камень. Для тебя это просто подарок и заветный оберег, а для меня шанс. Настоящий шанс начать все сначала. Я отдам его тебе, решился Мишка. Только можешь мне помочь? Можешь избавиться от этих кошмарных близнецов, чтобы они больше не преследовали меня и оставили в покое? Могу. Немного подумав, ответил шаман. Тогда я его тебе сейчас принесу, обрадовался Мишка. Нет, не сюда, покачал головой шаман. Сюда больше не приходи. Носи его с собой, я сам за ним приду к тебе в школу, когда наступит подходящее время. Мишка пожал ему на прощание руку и, окрыленный надеждой, побежал домой. На следующий день близнецы не пришли в школу. Мишка весь день был как на иголках, постоянно оглядывался, ему казалось, что Даша и Паша прячутся за его спиной. На следующий день всех школьников собрали в актовом зале и объявили, что 2 ученика из их школы пропали. Паша и Даша ушли в лес по грибы и не вернулись. Пришли милиционеры, и в их присутствии директор обратился к ученикам с просьбой о помощи. Если кто из вас видел Пашу и Дашу или что-то знает, может быть, кто-то видел их в городе, я прошу вас, не стесняйтесь, мы рассчитываем на вас, отрывисто говорил директор. Мишка кое-чего знал, но рассказывать о своем желании, вот так взять и рассказать перед всеми, нет. Что же ты натворил, шаман? Что же я натворил? Я не просил о таком, не просил. Я не хотел им зла. Я всего лишь хотел, чтобы они перестали надо мной издеваться. Переживал Мишка. Лучше всего было бы самому сходить к шаману и поговорить с ним. Но ведь он запретил приходить. Но что же делать? А что он может вообще сделать? Ничего. Может, они пропали и не по его вине, а просто так получилось. Этим же вечером у себя в комнате Мишка достал из ящика заветный камень и повесил его себе на грудь. Как бы там ни было, рассудил он, а шаману камень следовало отдать. Уговор дороже денег, а эти близнецы могли и просто потеряться. Закончился сентябрь, а за ним октябрь и ноябрь. Наступила зима. Близнецов так и не нашли. Мишка ходил в школу и все ждал, когда же к нему придет шаман. Но тот все не появлялся. Постепенно все в его жизни возвращалось в норму.
Подобрели учителя и родители, с ним снова начали дружить одноклассники. Вроде бы как снова появились друзья. Выровнялись в хорошую сторону оценки и успеваемость. Он ходил на день рождения к приятелю Кольке, подарил ему книгу «Незнайка на Луне». Кольке книга очень понравилась. «А вот тот коротышка с кривым носом точь-в-точь твоя бывшая математичка», – ткнул пальцем Колька в одну из картинок. Мишка помрачнел, вспомнив, что близнецов так и не нашли. «Ты ее видел в последнее время?» – спросил он. «Ага. Говорят, у нее крыша поехала, ходит по городу, везде на стенах мелом какие-то знаки рисует. Ее в психушку хотели отправить, а может, она уже и там», – рассказал Колька. «С ума сошла», – задумался Мишка. «Да плюнь ты на нее, пошли лучше торт есть», – предложил Колька, и они пошли в зал, где Колькина мама заканчивала накрывать праздничный стол. Нагулявшись на дне рождения, Мишка возвращался домой и на перекрестке видел шамана, явно идущего в его сторону. Мишка замер и инстинктивно схватился рукой за камень, висевший на его груди. Наконец-то, сейчас он отдаст ему обещанное, и можно будет позабыть про то, что произошло. Шаману нужно было перейти через дорогу. Мишка краем глаза заметил грузовик, который был достаточно далеко. Шаман не стал ждать, пока тот проедет, и пошел через дорогу. Грузовик должен был снизить скорость и пропустить мальчика, но дальше произошло невообразимое. Время для Мишки как-то ускорилось, и он увидел быстро пронесшийся по дороге грузовик и шамана, лежащего на дороге в луже крови. Рядом закричали люди, кто-то побежал звонить в скорую и в милицию. Мишка словно во сне подошел к телу шамана и увидел, что у того практически не было головы, а еще множество маленьких кусочков костей. Сам не зная зачем, он поднял розовую косточку, и тут его за ухо оттащила незнакомая женщина. Накричала на него, велев уходить и не баловаться. Все так же плохо соображая, он доплелся до своего дома и уже в своей комнате в одиночестве изучил косточку. Один край у нее был острый, а другой закругленный, вроде не маленькая, сантиметров 7. И как она у шамана помещалась в голове? Странно. Он должен был отдать камень, но теперь и отдавать было некому. Ему было страшно избавиться от своей находки, поэтому он решил всюду носить ее с собой. Этим же вечером он услышал, как его родители судачат на кухне о страшной трагедии, и как отец говорит, что давно надо было поставить там светофор. А то у нас страна такая, пока ребенка насмерть не собьют, никто о безопасности не почешется. Мишка ложился спать и думал, что светофор был бы хорошим памятником для шамана, красивым и высоким. Через неделю в школе объявили об организации новогоднего школьного представления. Мишку туда взяли, потому что он очень хорошо умел рисовать. Дали задание нарисовать целую кучу праздничных плакатов и объявлений. Ему очень хотелось восстановить свою репутацию, а потому он сидел в школе допоздна в кабинете рисования, а иногда в актовом зале. Он хотел забыться в работе обо всем, что с ним произошло, не думать больше об несчастных близнецах и шамане. Где-то за 3 дня до начала представления он закончил свои дела в половине 9 вечера, спустился по лестнице со 2-го этажа на 1-й и не сразу заметил возле раздевалки высокую худую женщину. Женщина склонилась над лежавшей у стены уборщицей тетей Глашей и вытирала ее синий халат длинный нож. Услышав его звонкие шаги, она обернулась. У Мишки от страха чуть сердце из груди не выпрыгнуло, это была она. Кость, чокнутая Эльвира Николаевна. «Мишенька, как твои делишки? Как успеваемость?» Сладким противным голосом спросила она. Эльвира что вы сделали с тетей Глашей? Едва не закричал от страха и ужаса Мишка, заметив большое темное пятно на халате уборщицы.
И с ней? И с ней все хорошо. Она устала и крепко спит. Ты тоже скоро уснешь, паскуда!» Прошипела она. «Я позову на помощь, вы убийца!» «Зови, сколько влезет. Кроме нас в школе больше ни одной живой души». Милостиво разрешила Эльвира и выпрямилась в полный рост. Мишка начал пятиться и оглядываться по сторонам, математичка злорадно улыбнулась. «Думаешь, сбежишь через окно? Ха-ха, не выйдет. Вы с шаманом думали, что одни такие хитрожопые. Я долго искала причину своих бед. Я очень умная, знаешь ли, не такая тупая мартышка, как ты. Вокруг школы я нарисовала специальные знаки. Ты не выйдешь отсюда живым». Мишка не очень понимал, о чем она говорит. «Какие знаки?» «Твой шаман убил моих детишек, и за это я приговорила к смерти его. Однако лишь исполнитель – главная причина моих бед. Это ты, Мишенька. Само твое существование, тупица и двоечник, и есть причина». Продолжала сумасшедшая математичка. «Я буду кричать, вас посадят!» – предупредил Мишка. «Кричи!» – разрешила Эльвира, делая шаг за шагом. «Я хочу наслаждаться всеми твоими криками на нашем последнем уроке. Я уничтожу тебя, Мишенька, и верну свою прежнюю жизнь». Мишка прикинул про себя, что он может бегать от нее по этажам и лестницам до самого утра. Если потребуется, она его не поймает. Нужно заманить ее на второй этаж, оттуда пробежать на первый и попробовать выскочить через дверь. Он бросился вверх по лестнице и оттуда начал дразнить свою бывшую математичку. «Вы сами дура, Эльвира дурила, вы сами детей били. Правильно они от вас в лес ушли». «Мои дети тут, Мишенька, они пришли в школу вместе со мной». Мерзко улыбнулась в ответ страшная женщина. Мишка почувствовал, как его перестали слушаться ноги, а руки сами собой вцепились в перила. В вестибюль вошли, покачиваясь, Паша и Даша. Они шли словно куклы, неуклюже переставляя ноги. Лица у них были раздувшиеся и синие. «Они изголодались там, в лесу, мои бедняжки», — объяснила Эльвира. «Но это ничего, все поправимо. Они скушают тебя, Мишенька, и снова станут живыми. Я все рассчитала, математика – великая наука». Мишка оторвал руки от перил и птичкой спорхнул на второй этаж. Направо вел коридор в сторону спортзала, туда было нельзя, там сразу поймают. Он ломанулся выше, на третий, в открытые двери актового зала. Актовый зал был большой, там темно и можно спрятаться. Он нашел себе укрытие на сцене за коробками с реквизитом и замер, затаив дыхание. Минут через 15 безумная математичка и ее страшные дети появились в актовом зале и начали искать его. «Миша, выходи!» Звала Эльвира Николаевна, стоя к нему спиной на сцене, пока ее дети ходили по актовому залу, обшаривая ряды сидений. «Тут меня все равно найдут», – подумал он и осторожно мышкой проскользнул за ее спиной. Выскочив из актового зала, он увидел возле двери большую колонку, практически с себя ростом. Мишка быстро захлопнул дверь и, поднатужившись, уронил колонку так, чтобы из зала последователям было не выйти. Потом помчался вниз на первый и попытался открыть входные двери. Двери были не заперты, но когда он попытался выйти, то натолкнулся на невидимую преграду. Мишка в панике начал биться об нее плечом, бесполезно. Что за ерунда? Он смотрел в двери и увидел какие-то знаки на стенах и дверном косяке, нанесенные мелом.
Послюнявил палец и попытался их стереть, но вышло, палец не смог даже коснуться. Мишка чуть не заревел от горя, побежал в раздевалку, схватил в руки стоявший там школьный стул и ударил им оконному стеклу, намереваясь его разбить. Стекло треснуло, во все стороны пошли трещины, и оно обвалилось внутрь. А вслед за ним в раздевалку посыпалась комковая земля, глина, черепки и различный мусор. Мишка отбежал в сторону, чтобы его не засыпало. Земля все сыпалась, образовав на полу здоровенную кучу. Он выбежал назад в школьный коридор. Ничего не понимаю, школа чего, под землей? А ты еще не понял, дебил? Я похоронила нас заживо. Отсюда выйду только я и мои детишки. Услышал он голос приближавшейся проклятой Эльвиры Николаевны. Он бросился прочь от нее. Мы тебя не торопим. Ты все равно рано или поздно устанешь. А вот Паша и Даша не устанут. Они никогда не устанут искать тебя. Неслось ему вслед. Мишка спрятался в шкафу в кабинете биологии, зарылся среди бумаги и молился. Молился всем, кто может только его услышать. Бок чем-то кололо, он машинально сунул руку в карман и больно укололся об хранившуюся там косточку, оставшуюся от шамана. Вот и все, шаман. Со слезами на глазах прошептал обреченно мальчик. Они меня сожрут и даже косточек не оставят. Нет, не все. Услышал он в своей голове шепот шамана. Ты еще можешь с ними справиться. Мертвецы боятся куриного бога. Какого еще бога? Прошептал Мишка. У тебя на шее камень с дыркой, это куриный бог. Если мертвец попытается тебя укусить, сунь ему в лицо камень и увидишь, что будет, прошептал шаман. Шаман, это ты где? Попытался позвать Мишка, но голос в голове замолчал и больше не отвечал ему. Мальчик расстегнул рубашку и, сняв с шеи камень, зажал в руке. Он едва успел, потому что дверцы шкафа распахнулись, и к нему потянули свои руки мертвые Паша и Даша. Посмотрев в их сгнившие глаза, откуда сыпались белые противные червячки, он завизжал от страха и ударил одного из них наугад камнем по голове. Камень достался Паше, мертвеца отбросило с такой силой, что он снес несколько парт и, пролетев через весь класс, впечатался в стену. Даша испуганно отшатнулась, Мишка не дал ей сбежать, и следующий удар достался ей. На его глазах мертвая девочка истлела, словно бумага в огне. Мишка отряхнулся и пошел добивать ее брата. Но когда подошел, понял, что этого делать уже не нужно. Паша превратился в горстку пепла. Ладно, с мертвецами он справился. Но оставалась еще их страшная и живая мать. Мишка осторожно высунул нос из класса и, убедившись, что в коридоре чисто, прокрался по нему, а потом начал очень тихо спускаться по лестнице. Эльвира Николаевна маячила где-то возле столовой. Камень поможет преодолеть ее защитное построение, прошептал в его голове шаман. Поднеси камень к преграде. Спасибо, шаман. Мысленно поблагодарил его Мишка и начал осторожно красться к открытым дверям. Он точно был уверен, что Эльвира была впереди него и очень далеко от дверей. Но только когда он уже был возле них и готов был поднести камень к невидимой стене, как почувствовал, как его крепко схватили за ворот школьной куртки. «Попался, тупица!» Победно завывала Эльвира Николаевна. Мишка закричал и начал, что есть силы, вырываться, но ворот словно зажали в стальные тиски. «Пашенька и Дашенька, идите ко мне, я поесть принесла!» Звала она своих мертвых детей. «Отпусти, отстань, нет больше твоих близнецов, сдохли они!» Извиваясь как уж, кричал Мишка. «Как? Они не могут умереть! Говори, где ты их запер!» Трясла его за шиворот безумная учительница. Камень выскользнул из его руки и полетел в сторону выхода.
Раздался гром, Эльвира изменилась в лице и побледнела. «Не может быть!» – прошипела она. «Как ты это сделал, ты? Ты вонючий щенок сломал мою защиту!» «Это не я, это шаман. Он пришел за тобой», – ляпнул первое, что пришло ему в голову Мишка. Ты врешь мне в глаза, мелкий тупица. Я лично раскатала его по асфальту, Рука у Мишки против его воли сама залезла в карман, дотянулась до косточки и вонзила ей прямо в щеку. Эльвира закричала и отбросила от себя мальчишку. Он упал на корточки и начал судорожно хватать воздух, ощупывая свою шею. Еще немного, и она бы задушила его. «Нет, нет, нет, тебя нет!» – кричала Эльвира. Платье на ней рвалось, и оттуда к ее лицу и шее ползли с разных сторон черные руки, а потом за спиной у нее изумленный Мишка увидел голову шамана. «Беги!» – прошипела ему голова. «Беги и не оглядывайся!» Мишка бросился к спасательным дверям. Позади он услышал последние крики Эльвиры и громкий шепот шамана. «Кровь к крови, плоть к плоти, кость к кости, мы уйдем вместе». «Нет!» Мишка вылетел из школы и тут же на месте потерял сознание. Он очнулся в больнице, рядом плакала его мама. Оказалось, что школа, где учился Мишка, вчера вечером провалилась, и теперь там огромная яма. Мишку нашли прохожие, лежавшего в сугробе, замерзшего, но живого. А вот уборщицу тетю Глашу не спасли. Плакала, рассказывала она: «Какое счастье, что ты выжил, Боже, какое счастье!» Действительно счастье, тихо произнес Мишка и обнял ее. Может быть, в его жизни теперь действительно будет все хорошо. Хотя он так и не смог отдать шаману куриного бога. В воздухе снежок кружится, каждый пусть из вас веселится. Новый год уже на подходе, ну а старый пусть уходит. Пусть сбываются желания, исчезают все страдания. Пусть приходит вдохновение, растворяя все сомнения. А в сердце радость пусть играет, всю печаль уничтожает. На столе у вас пусть будут лишь изысканные блюда. Пожелать хочу надежды, больше смелости, чем прежде. Никогда не унывайте, а в себе не сомневайтесь. Желаю, чтоб росло богатство, пусть родные удивятся. Пусть харизма, обаяние станут вашим достоянием. Желаю, чтобы в год грядущий над вами расступились тучи. Любовь же пусть не перестанет, а всякий лед пускай растает. Пусть забывается плохое, а счастье пусть течет рекою. Друзей своих не забывайте и почаще улыбайтесь. С Новым годом вас, друзья! С уважением и обнимашками, как всегда, ваш Андрей.